and tactics. Помните, мы говорили о целях, о назначениях, о тактике. So mission statement. Заявление миссии. Then you're going to have goals of how you're going to accomplish that mission. Потом цели, как эту миссию выполнить. Objectives are how you accomplish the goals. И как выполнить цели. То есть должны быть назначения, как выполнить эти цели. And then you've got tactics that accomplish those objectives. А тактика нужна для выполнения вот этих вот целей. Let's think about it in military terms for a moment. Это все идет из военной терминологии. Think about, let's say, World War II. Допустим, у нас Вторая мировая война. There was an overall mission. То есть одна была миссия. Right, which was to defeat Germany. То есть завалить Германию. Right. То есть победить Германию. But then you had, but in the same point, then you had some different missions that were going on all at the same time to accomplish that main mission. В одно и то же самое время вот основную миссию, чтобы выполнить, чтобы победить Германию, происходило несколько других меньшего значения миссий. So there were certain places that America were trying to overtake. В некоторых местах Америка участвовала и пыталась захватить. And those were different goals that they had. То есть у них были свои определенные разные цели. But there were objectives for those goals. If we can inhabit this place, then it gives us a better И у них также было назначение для этих целей. То есть если они захватят эти цели, то там у них будет лучший вид врага, допустим, они лучше будут видеть все и так далее. And then to accomplish those objectives, you had different tactics that they would Чтобы use. выполнить эти цели, надо разную тактику применить. Right. So the same thing applies with us in the ministry. То же самое и нам оно подходит и в служении. Your mission might be to win your town. Миссия может быть охватить весь город. But to do that, you might need to have certain goals. Но для того, чтобы достичь этого, какие-то цели надо ставить. We need to establish new churches. Допустим, новые церкви, допустим, открывать, чтобы охватить весь город. We need to get an evangelistic program. Какую-то продвинуть программу. And I'm just making these up. Я это все просто говорю как пример. Right, and then to accomplish those goals, для того, чтобы эти цели выполнить, you're going to come up with some objectives. То есть должны быть определенные назначения. So let's go through the notes. I think we're going to get it. So the first question we're asking about the goal is where are we going? Сейчас мы пойдем по нашим конспектам, и все вам станет понятно. Итак, первый вопрос: куда мы идем? So my dad, he used to, when I was a little kid, когда я был еще маленький, мой папа говорил мне так. He'd be walking out the door. Он, допустим, выходит из дома через дверь. And he would say to me, "You want to go?" И он спрашивает меня: хочешь пойти со мной? And I would say, "Yeah." Я говорю: да, хочу. He said, "Okay, grab your shoes, and I'm leaving right now." Он говорит: да, давай быстрее одевайся, что я сейчас уже. And I knew that if I didn't grab my shoes and get in the car, then he's going to leave me. И я знаю, что если я не успею быстро обуться и сесть к нему в машину, он уедет без меня. And sometimes it wasn't until I got in the car with my shoes in my hand. То есть иногда я забегал в машину так, и еще обувь была в руках, я одевал уже в машине. Then I would ask the question, "Where are we going?" Тогда я задал вопрос: а куда мы едем? See, really, that didn't matter to me. То есть, тогда для меня это не означало ничего. Куда едем, туда и поедем. I just wanted to be with my father. Я просто хотел быть с отцом. And I think the same thing applies in this journey. И то же самое применяется и в нашем путешествии. The Lord is inviting you to go with Him as He wins the world. Господь предлагает вам идти с Ним. Он хочет завоевать весь мир. And if you're not careful, you're going to miss it if you spend too long trying to decide.
То есть, если вы неосторожны и будет вам долго времени размышлять, то вы можете и пропустить все. Sometimes you just need to get in the car, Иногда надо быстро забежать в машину и сесть. and then Daddy will tell us where we're going. А папа скажет, куда мы едем. Yeah. But at the same point, though, I do think that it's important that we plan out that trip if God's got a plan for us. If God's given us a vision. Если Бог дал нам видение, открыл нам свой план, то мы должны тоже спланировать, как мы туда будем идти. But you got to be doing something. Но что-то для этого надо делать. Have you ever been sitting in a car and tried to turn the wheel when it's just sitting there? А была у вас такая ситуация? В машину сели, пытаетесь руль крутить, а машина никуда не поворачивает. So a car that's standing still, number one, it's hard to turn that wheel. То есть, если машина не включенная, и поворачивать руль, очень трудно поворачивать руль, когда машина не включена в зажигание. But if you're not moving, it doesn't even do anything if you do turn the wheel. То есть, но если машина не движется, то что толку крутить рулем? But you get that car moving just a little bit, Но если только машина начинает двигаться, and then you can turn the wheel easy, тогда уже легче крутить. and it makes a difference when you make the turns. То есть и уже знаешь, на каком повороте поворачивать. So same thing in your church, because the church is the vehicle. То есть церковь это тоже как машина. And if you're just sitting still and you're not doing anything, it's hard to make any moves. It's hard to То turn. есть, если сидишь на месте, ничего не делаешь, трудно повернуть куда-то. But if you can get it going forward just a little bit, Если чуть-чуть ее дать и движение чуть-чуть, then you can start making those changes. тогда можно Change крутить, the direction. поворачивать, менять направление. All right? All right, so look at number 2 there. Don't keep it a secret. Второе, не храните в тайне, куда вы идете. People can't get excited about something they don't know. То есть люди не могут радоваться, когда они не знают, куда они идут. So, and what I mean by that is that you need to write it down and you need to share that with your people. Видение надо записать, и видением надо поделиться со своими людьми. When you get your vision written out the way that you like, you need to literally hand it out to everybody. Когда вы запишете видение так, как вы хотели бы его видеть, And maybe, раздайте каждому, всем раздайте. maybe you met with the other pastors and the elders and you guys just have decided this is the direction that we're going. Может быть, вы собрались, прежде всего обсудили с пастырями, со старейшинами, диаконами и обсудили, что вот это направление, и согласились, вот это направление, куда мы идем, это надо донести до людей. So people need to know where you're headed and what the next steps are. Людям не только надо знать, куда мы идем, а какие следующие шаги. Now remember, in this discipleship strategy, you might have a lot of things laid out to get people to a pastor or missionary and all that kind of thing. Помните, в этой стратегии ученичества, But they don't need all that at this point. They don't need all of that information at this point. да, в стратегии ученичества всю информацию людям не надо давать на этом этапе. All they really need is the next step. То есть им только нужен следующий шаг какой-то. Okay? All right. So the first question we answer is where are we going? Итак, на первый вопрос надо дать ответ, куда мы идем. And then letter B is how do we get there? И под буквой Б, а как туда попасть? And that's our objectives. И это наши задачи, как туда будем попадать. Read number 1 there. Номер 1. Задачи служат вашим дорожным атласом, который ведет вас к нужному месту. So those are the stops along the way that are going to get us to that point. То есть это остановки, которые доведут нас до цели. Like for example, if you're going to take a journey, one of the things that you do, one of the objectives is you got to check the car. Например, если вы перед поездкой куда-то готовитесь ехать, то прежде чем ехать, надо проверить машину. Because if you got car problems, you're going to get stuck on the road. Если в машине будут проблемы, остановитесь где-то на дороге и беда будет. So on your checklist, that's one of your objectives. Make sure the car is running То well. есть вот по списку надо проверить, чтобы машина в хорошем была состоянии. So letter A there under number 2. И Go ahead and read that. второе, если вы хотите попасть в место назначения, то без задач вам не обойтись. Okay.
So, Задача это промежуточная, то, чтобы достигать цели. right, so there's two things there. You've got that the goals are for every person, or the objectives are for every person to reach the goal. То есть задачи это для каждого человека, чтобы достичь цели. And you've got to be giving them the next steps. Но надо им давать следующие шаги. Okay, so I always think this is going to sound horrible, but it's true. Но это будет сейчас звучать ужасно, но это правда. I always think of my church as a herd of cattle. Я всегда о своей церкви думаю как о стаде коров. And I've got to be moving them, right? И мне надо их двигать. So in doing that, I've got to move them all in the same direction. И мне надо их собрать всех воедино и в одном направлении их двигать. Sometimes I got to prod them a little bit, Иногда мне надо их чуть-чуть подталкивать, getting them going in the right direction. чтобы они пошли в правильном направлении. So I want you to think about people in that same way. Is how do we get them to move from point A to point B? Подумайте о людях, как их двигать от точки А в точку Б. And you're not worried necessarily about the whole trip, but I just need to get them to the stall first. Мы сейчас не говорим полностью о всей поездке. Хотя бы как их в загон загнать, все. Yeah. So and you got to have a plan. If you're herding cattle, you better have a plan. Если коровами занимаетесь, то должен быть план, как это все делать. They're going everywhere. Потому что они идут во все разные стороны. Especially if you're trying to get them into a focus point. Особенно если их пытаться направить целеустремленно в цель. Same thing with sheep, right? То же самое и с овцами, просто овцы не такие уж. You have little sheep dogs, and you've got crooks and all kinds of things to try to Есть get them. собаки, которые помогают овец загонять, есть вот эти пастушьи крючки, которые удерживают их. All right, so let's look at your example in the book. Давайте посмотрим на пример, который у вас есть тут. So this was my mission statement for Fellowship Baptist Church. Where is the statement? Right. Ага, вот миссионерская стратегия. Это миссионерское заявление, тут оно называется утверждение. Для Fellowship, Баптистской церкви Fellowship, это общение. Общительная Баптистская церковь, так называется. So in this particular session, what we had done is we had decided that when Jesus said that he's seeking after true worshipers, those that will worship him in spirit and in truth. Здесь положен в основу текст Иисуса, который он сказал, что истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. Вот этот текст положен в основу миссионерского заявления. So our goal was to train true worshipers. То есть наша цель там была истинных поклонников наставить, научить. All right, so we came up with a mission statement that is going to be all-inclusive of how we're going to do that. То есть миссионерское утверждение или заявление включает все, что касается, как мы будем этого достигать. When you're making your mission statement, if you make it too narrow, если ваше миссионерское заявление будет, заявление миссии, какова ваша миссия, если оно будет узким, слишком узким, there might be some mission work that you want to do that doesn't fit into that mission statement. Допустим, если какая-то есть работа, задача, которая не входит в это миссионерское заявление. Okay, so our mission statement was to conform all to the image of Christ and incorporate all into the ministry of God at home and abroad. Вот наше заявление такое: привести всех в соответствии с образом Христовым и внедрить всех в служение как в своей стране, так и за границей. Okay, so that was our very first thing to do, was try to train people to walk in the image of God. То есть научить людей ходить в образе Божьем. And that was really our discipleship one process. Достичь этого, для этого требовалось ученичество номер 1. Первый год. But after they've been conformed to the image of Christ, now we're going to start incorporating them into the ministry. Но как только они соответствуют с образом Христа,
и только после этого мы их будем внедрять уже в служение. So I knew that some of that was going to be at the church, but some of it was going to be overseas, missionaries, all kinds of things. Некоторые это будет в церкви, некоторые будут за границей, миссионеры и так далее. So I wanted that mission statement to include all that. Поэтому я хотел бы, чтобы это миссионерское утверждение включало все это. All right, and then we felt like that there were 5 objectives to accomplish that mission statement. И чтобы выполнить это миссионерское заявление, то есть 5 задач для выполнения. So we definitely, and you can see the arrows there, but we definitely need to. Вы видите, вот они ромбики, вот это вот задачи, ромбики. The first objective was that we needed to win some people to Christ. Первая задача благовестия – завоевать людей для Христа. Then we needed to bring those individuals into the church and fellowship. После этого их надо привести в церковь, в общение церкви. After they became members of the church, we wanted to disciple После them. того, как они стали членами церкви, надо их обучить ученичеству. Then we wanted to lead them into true worship. И потом их научить истинному поклонению. And then we wanted them to become leaders of the process. И потом они должны будут стать лидерами процесса. Okay, so you can see that it's very organized in what we're То doing. есть все, что мы делаем, тут очень все организовано. So if I meet a guy on the street, То есть если я кого-то встречаю на улице, and he says to me, "What's my next step?" и он говорит, что мне дальше делать, What would it be? что будет для него дальше делать? According to my notes, what would it be? Согласно вот моим здесь Первый записям. раз? If you first time met him? Yeah, first time met him. Just met this guy on the street. Первый раз. Evangelism. He needs to be saved, Евангелизация. right? All right, let's say that he's baptized. Допустим, он покаялся и принял крещение. Дальше что? What's his next step? Дальше какой шаг? Ученичество. Discipleship. Discipleship. You see how it works? So anytime somebody came to me and they said, "Hey, Pastor, what's my next step?" И каждый раз, когда ко мне подходит кто-то и говорит, пастор, какой следующий шаг для меня? I had an answer for them. У меня есть для них ответ. So clear next steps are what you're looking for, То есть ясно следующий шаг, то, что им нужно. because that's really all that people understand. То есть это все, что люди понимают. All right, so with those next steps, let's say that the guy was baptized, and I say you need to be discipled. Допустим, он принял крещение, и я ему говорю, надо пройти ученичество. Well, what is the tool that I'm going to use to do that? Какой инструмент я буду использовать, чтобы это закончить? And I think it was Andre that earlier used the example of a wrench. Андрей, по-моему, сказал, что они, кроме как ключа и гайки, ничего не понимают. Where a lot of times you use the same wrench because it's familiar, right? Один и тот же ключ используют, потому что он хоть знает хоть как им крутить. Okay, but eventually something's going to happen to that wrench. Но что-то все равно произойдет с этим ключом. It's either going to get stolen, it's going to get broken, it's going to get old. Или поломается, или украдут этот ключ, или вообще станет старым. Okay, and you're going to have to trade that in on a new one. И его надо заменить на новый ключ. Okay, so tactics, which is the things that accomplish those objectives. Тактика это нужна для выполнения задач. Now I want you to look at these in the notes. Okay, number one, tactics are the ministries that accomplish the strategies. Снизу. Тактика это служение, которое служит стратегией. Okay, and then tactics have nothing to do with philosophy. Тактика, тут нет никакой философии. Okay, so no matter what tool I use for discipleship, it's not going to change the fact that discipleship is one of my objectives. То есть не имеет значения, какой инструмент я для ученичества не выберу, это мои цели не изменят. Okay, look at number 4. Посмотрите на 4 пункт. Okay, tactics change all the time. Тактика будет все время меняться. And this is important in a church setting. И это очень важно в церкви. Okay, think about this as far as somebody's mind. То есть, вот подумайте, вот у каждого человека ум есть. You want to make sure that you marry them to the philosophy and not to the tactic. То есть надо соединить их с философией, но не с тактикой.
Okay, and what I mean by that is Что я имею в виду здесь? the mission never changes. Миссия никогда не меняется. I want people to fall in love with the mission. Я хочу, чтобы люди влюбились в эту миссию. But tactics are always changing. Но тактика всегда меняется. An example, Пример. music, Музыка. right? What is the goal of music? Какова цель музыки у церкви? Praise God. To praise the Lord. Славить Right? Господа, поклонение, да. All right, now a lot of that depends on your culture, doesn't it? То есть во многом это зависит от культуры, в которой мы живем. The songs that you guys sing are not in the key of the songs that I sing. Допустим, песни, которые вы поете здесь, да, они не в том, но у нас другой ключ для этих песен. All right, so praising the Lord. Is music the only way to praise the Lord? А музыка единственный способ славить Господа или нет? Нет. No. Okay, so but it is a tactic. Но это одна из тактик. Okay, but if people get married to their certain kind of music, Но если люди соединяются только с одним каким-то видом музыки, when it comes time because of culture or whatever the case that tactic needs to change, и когда вот по культурным соображениям или еще каким-то, then эта тактика нужна, чтобы она изменилась, instead of doing whatever is necessary to praise the Lord, which is the goal, то вместо того, чтобы делать что-то, чтобы выполнить цель прославить Господа, they hold on to the tactic. они держатся за эту тактику, не хотят менять. And they feel like if they let that tactic go, that they're sinning. И они чувствуют, что если они отпустят эту тактику, то они согрешат. So they just got married to the wrong thing. То есть они вот соединились не с тем, с чем надо. Does that make sense? То есть понятно вам немножко? So I'm constantly like, and we've changed our discipleship material, I can't tell you how many times. И мы меняем время от времени наш материал по ученичеству. Несколько раз уже меняли. I don't want our people getting married to a certain material, Я не хочу, чтобы люди присоединились к какому-то материалу. but I do want them to fall in love with discipleship. Я хочу, чтобы они полюбили ученичество. Okay? So that's the difference in the tactics. Вот это вот и разница в тактике. All right, so I just gave you an example there of when we were reaching our community back in 2009. Когда вот в 2009 году мы наш город достигали, вот это вот была наша миссия. There were several tactics that we had to make that happen. И чтобы этого достичь, это на следующей странице, мы применяли несколько тактик. So notice that first box says celebrate recovery. Допустим, вот первый квадратик, ну не квадратик, а такой ромбик, да. All right, that was Написано это празднуй освобождение. okay. So that was our Восстановление. that was our rehabilitation ministry. Это наше было служение реабилитации. Okay, so these are different ways, different tactics that we're using to reach out into the community. То есть это все то, что мы разные тактики использовали, чтобы достичь словом в нашем городе. And anything on that line can change. И все на этой линии, все может поменяться в этих ромбиках. The CareNet ministry, a help for pregnant women. Вот это вот следующий ромбик, забота, сеть заботы называется. Это для беременных женщин, которые без мужей. Living Water was a ministry that handed out food and clothes. Потом вот тут есть живая вода, служение, которое раздавали пищу и одежду. And so we would go and preach in that ministry and so forth. И мы вместе с раздачей проповедовали слово. Okay, but let me give you one more example about the mission statement. Но позвольте еще один пример дать, что касается миссионерского заявления. Had a lady come to me and she said, Pastor, I want to start a food pantry in our church. Подошла ко мне одна женщина и сказала: пастор, я хочу, чтобы в нашей церкви был вот банк еды, чтобы еду раздавать нуждающим. Is a food pantry a good thing? Как вы думаете, вот это хорошее дело или нет? Еду раздавать нуждающимся. Yeah. Yeah. So, should we do a food pantry in our church? Надо ли нам делать, то есть она спросила, можно ли, я хочу. И
Я сейчас спрашиваю, надо ли нам вот раздавать еду в нашей церкви? Should we? Вам решать. А есть You should decide. нуждающиеся? Есть? Is there a need? Okay, Всегда будет. there's a lot of good things that a church can do. Есть много хорошего церковь может делать. I don't have to necessarily do all of those. Но все мы не можем делать. So here's how I make that decision. И вот как я принял решение. I go back to my mission statement, Я возвращаюсь назад к миссионерскому заявлению. right? Which is to conform all to the image of Christ and incorporate all into the work of the ministry. Это соответствовать образу Христа и внедрять этих людей в служение. So I think about the food pantry and I say, is that going to help us accomplish that mission? И я вот думаю, еду раздавать, как это поможет нам выполнить эту миссию. And I tell the lady that we're not going to start a food pantry in our church, И я сказал женщине, нет, в нашей церкви мы еду раздавать не будем. but we will help the food pantry that's already here in town. Но мы поможем тем, которые в нашем городе уже еду раздают. Есть там такие. Because that's all they do is food. Это все, что они делают, еду раздают. And we're trying to disciple people. А мы пытаемся обучить людей. So we'll help them do their mission, Мы поможем им выполнить их миссию. but we're going to accomplish our mission. Но мы будем думать о выполнении нашей миссии. Now here's what you got to think of, okay? И вот о чем мы должны подумать. Everything you do, Все, что вы делаете, it takes time на все нужно and время, it takes resources. и на все нужно ресурс. And you only have so much time И у вас только вот столько времени and you only have so much и resources, столько ресурсов. Вот и все. right? So you need to be very selective about what you do and make sure that it's accomplishing your goal and mission. Очень выборочно нужно подходить к тому, чем заниматься, и чтобы все шло к выполнению первой задачи, And remember, первой цели. you can miss the best things by doing the good things. То есть можно пропустить самое лучшее, делая хорошее. So it's not that we weren't spending time in our community, То есть это не то, что мы там время не находили для нашего города. we just weren't going to do it with the food pantry. Мы просто не будем это делать через раздачу продуктов. Okay? Does that make sense? То есть, похоже, понятно. Да? Yeah? Okay, so what ends up happening is that your mission statement then keeps you from doing all these other things that, because you'll have people in your church who want to do all kinds of things. То есть люди в церкви могут хотеть делать все, что угодно. And you have to Но sit back. оно может и удерживать вас от основной цели. Okay, so if we had a food pantry, it's going to take space in our building. Смотрите, если заниматься раздачей еды, где-то надо найти помещение в нашем здании. It's going to take people, they're going to have to run it, they're going to have to stock it, they're going to have to pass out the food. людей найти, кто бы этим заниматься, покупать, хранить и раздавать. We got to buy the food, Купить надо продукты. right? It takes all kinds of resources. То есть необходимы ресурсы. And one of your resources, and you guys will understand this, И одним из важных ресурсов, и вы, я думаю, понимаете это, is people это прежде всего люди, and time. люди и их время. So are you going to ask your people to be discipled and to ask them to run a food То pantry? есть, что будете просить людей и ученичество проходить, и продукты раздавать. And what will end up happening is your people are going to say, I just don't have that kind of time. И люди просто скажут, времени у меня нет, ни туда, ни туда. Or they're going to be choosing. Или они выберут одно или другое. And what if they say, well, I'll just stay with the food pantry, I don't want to be discipled. И скажут одни, а я хочу продукты раздавать, тут легче, не Then хочу учиться. we don't accomplish the mission because I'm trying to move them into ministry or onto the mission field. И тогда миссию не выполняем, потому что я хочу, чтобы они выполнили миссию, и тогда некого посылать. Если не выполняем миссию, некого посылать на миссионерское поле и так далее. Now, listen, if you write your mission statement and your mission statement is to care for the needs of our community, Если вы напишете свое миссионерское утверждение, заявление миссии, и это забота о вашем городе, например, then food pantry would probably fit right in there. то раздавать продукты, наверное, туда подойдет. And I'm not saying that's a bad thing. Я не говорю, что это плохо раздавать продукты, It just needs to go along with your mission statement. но все должно быть в соответствии с миссионерским утверждением. Okay? Приоритеты церкви. Да.
Have you ever had the thought in your mind about the things going on in church where you say, why are we doing that? Когда-нибудь у вас была такая мысль в уме, когда что-то в церкви происходит, а вы спрашиваете себя, зачем мы это все делаем? Yeah. So this helps answer that question. То есть вот это помогает нам ответить на этот вопрос. And it'll help to keep you on track. И нам надо оставаться верным к основной цели. Okay, so have you guys been exposed to this kind of thing before? К чему-то подобному вы были уже, знаете, это подобное что-то, то, что я сейчас вам говорю, о миссионерском утверждении, да? Нет. Разные социальные программы были, но в конце опять благовестие. Все съезжается, как здесь последнее благовестие. Как здесь, да? Да, да. Но мало что. Different social programs, just like here, everything goes to evangelism, but very little success. Но мало что изменилось, да? Мало что дает, да. Люди обычно пришли взять и уйти, и все. The people come to get and leave, to get whatever was given away and leave. А если не дают, то вообще не приходят, перестают проходить. Мы раздавали очки, а потом через год пришли посмотреть, поговорить с ними. Они говорят, вон вы зачем очки раздавали. We was giving away glasses and then a year later А мы целый год мучились. we came after them to see how they're doing after a year. And they said, oh, that's why we should give away glasses. So they talk about it every year. It was a glass ministry here. Yeah. Yes, ma'am. Вы считаете, что в каждой церкви должно быть ученичество или в той церкви, где это видение есть на ученичество? Do you believe that in every church the discipleship should have a place, or only in that church that's discipleship aligned with the vision of the church? Well, I believe every church needs to have discipleship. Насчет ученичества я верю, что в каждой церкви должно быть ученичество. Because it's the agent that's going to reproduce. Потому что это тот элемент, агент, который будет воспроизводить. Some of the churches around here, in all honesty, if you give it a little bit of time, they're going to die. Некоторые церкви, допустим, здесь у вас на Украине, если дать им еще какое-то время, они просто умрут. Because they're not winning anybody new. Потому что они никого не привлекают к себе. So discipleship is the thing that keeps it alive and keeps it moving. То есть ученичество это то, что держит их живыми и держит их в движении. Yes, sir. Правильно ли я понял, что всякое служение, оно может быть совершенно различным, является ответом на нужду местных людей? Did I understand you correctly? Any ministry, whatever it could be, it's the answer to the need of the people in the community. Is that, did I understand you right? No. Нет. Я закончу свою мысль. То есть, если люди есть нуждающиеся в пище в нашем городе, а мы будем просто обучать их пению, но вряд ли это получится хорошее благовестие. Let's say if we have people needing food in our community, and we will be, instead of giving them food and teaching them how to sing and praise God, they will not understand that. То есть вот эти программы, они как инструменты для того же самого благовестия. Просто одна церковь реагирует так и делает это дело, а другая по-другому. It's like a tool for evangelism. Just one church does it this way, the other church reacts to it. Right. So my question to you would be: is there something else in the community that's already doing that? Мой вопрос будет вот к тебе. Есть ли кто-то другой в вашем городе, который этим уже занимается? Допустим, кормит людей. Мы как раз этим занимаемся. Because you might be able to save some of your resources just by helping them. Потому что если есть кто-то в вашем городе, который этим уже занимается, допустим, кормить людей, раздавать продукты, то вы можете свои ресурсы сохранить чуть-чуть, чтобы что-то дать, но всем полностью не заниматься этим. Получается, что
благовестие как естественная задача церкви остается. Ученичество у каждой должно быть церкви. So as an evangelism, as a natural task of the church, objective Как внешняя и внутренняя remains, функция. and discipleship remains. А это просто инструменты, которыми достигается эта внешняя, например, функция как благовестие. И одна церковь может заниматься продуктами, другая реабилитацией там, алкоголя, третья One church can do the food с молодыми мамами и так далее. The other church could do ministry with the young mothers, and the third И church взаимодействие could между этими церквями в этих задачах будет облегчать всем жизнь и всем позволять достигать поставленных целей. and relationship and fellowship on all those churches Yes. will make it easier to get your goals. Yes. Да. That's a community-wide Да. church. То есть это церковь, которая действует на весь город, Yeah. охватывает весь город. I love that. Мне понравилось, как вот ты сформулировал это все. Because that way no one church is overburdened with all of the Когда ни resources. одна церковь не лежит на ней груз вот этих всех ресурсов, ну то есть одна церковь не делает Есть всё. специализация. Да. Не распыляется. Не распыляется на все, да. Okay, let me give you what my mission statement is now for Reliant. А дайте сейчас я вам скажу, какая миссия у меня, заявление So you'll миссионерское need to write this down somewhere. на новую церковь. Запишите церковь, на надежная церковь. So Но это новое. mission statement. А? Это видение, да, новой церкви, где он сейчас находится. Серега, Producing Jesus followers of faith. Сейчас я запишу. Сейчас производить. Это первое. Да, производить верных последователей Христа, That expand God's kingdom. производить верных последователей Христа, которые расширяют Божье Царство. See, that was a Который- little. Oh, go ahead. Которые расширяют Божье Царство. That's all. Yeah. that's Вот it. это и все, одно предложение. скажите, это что? Чтобы, Это definition. Да. This is the big mission statement. Это не девиз, это миссионерское утверждение или миссия. Okay. So everything that we do is going to fall under that. То есть все, что мы делаем, все под это подчиняется, под это миссионерское заявление. А? Okay. All right. So let me give you the. I've got 5 objectives. это И у меня видение. есть 5 задач для этого. 5. The mission statement is the goal. Это цель, миссионерское утверждение, цель. So to accomplish that, the first thing is И чтобы достичь этого, первое, Bible believers. библейские верующие. So we're going to teach people the Bible. Научить людей, другими словами, Библии. The second thing Вторая задача. is just trying to get these in order. Disciple makers or making disciples. However you translate that. Производить учеников. Производить или делать учеников. Number 3, Третья задача. we're going to be God pleasers. Угождать Богу. That means we're going to walk by faith. Угождать Богу подразумевает ходить верой, можете в скобочках. Ходить верой. Number 4,
И 4. We're going to be community engagers. We're going to engage our community. Вовлечены в наш город. Вовлечены в наш город или район. Вовлечение в город, в жизнь города или района. Да. That just means we're going to look at the needs of our community and see if we can help. Какие-то нужды города можно участвовать в помощи города. That's how we're going to show the love of Christ. Таким образом мы покажем любовь Христа. And then the last one. Вовлечение в жизнь города, это 4, чтобы показать любовь Христа. Любое может быть. И 5, вовлечение в жизнь города, показать любовь Христа. And number 5 is kingdom builders. И 5, строители царства. So we're going to take every opportunity that the Lord gives us to build His kingdom. Строители или строение? Строители царства. То есть мы будем каждую возможность, которую Бог будет давать, будем укреплять и строить Его царство. Okay, so why am I here? How does that help accomplish our objectives? Почему я здесь? Как это помогает нам выполнить наши задачи? Remember, we're trying to produce Jesus followers of faith that expand God's kingdom. Мы пытаемся производить последователей Христа, которые будут расширять Царство Божие. So how does me traveling 6,000 miles here accomplish any of that? То есть как то, что я приехал сюда, 6000 миль от своей церкви, приехал сюда, как это помогает мне выполнить ту задачу? Расширяет царство. Expanding the kingdom. Right? Да, Расширь расширяет пределы царство. мои, молитва Иовиса. А? Молитва Иовиса, расширь пределы мои. Ага. It's a prayer of what is it? Prayer of Jabez. Jabez. Ну, вообще в этой, My borders. в этой поездке все 5 задач достигнуты. I think you in this coming over here, you accomplished all five of these tasks. Не все. Почти. 4 не исполнено. Почему? Maybe. Well, I think you're right. Он еще может поучаствовать. Because I taught the Bible, right? Я Библию приехал сюда разъяснять или обучать. And then I taught you about discipleship. Научил вас ученичеству. We talked earlier about walking by faith. Мы раньше говорили о том, как ходить верою. This is not my community, but I'm engaging a community. Your community. Это не мой город, но я приехал в ваш город и что-то принес в ваш город. Возбудить вас на город. And by training you, себе в гости. А? Нет. И, Возбудить вас на город. я приехал в вас город, и вы живете в этом городе, и вы уже будете вести в этом okay, городе. let me say this, we're going to take a break. Я сейчас скажу последнее и сделаем перерыв. So, because of our mission statement that I have written out there, Так как у меня есть вот миссионерское заявление, которое я вам уже and our whole church knows this mission statement. и вся церковь знает наше это заявление. We put it on T-shirts and everything. Мы на рубашках, на майках это печатаем. I went to a businessman in our church. В нашей церкви есть один бизнесмен, я с ним один раз разговаривал. I said, there's a need for me to go to Ukraine and teach. And, Yes. here's how it's going to accomplish our objectives. Я сказал, что есть нужда вот поехать на Украину и там преподавать какое-то время, и вот какие цели я преследую. He said, praise the Lord, and he wrote me a check for the entire amount for me to come. Да, и он говорит, слава Богу, и он говорит, вот тебе чек, чтобы у тебя не было никаких нужд, езжай. На все. That was $2,000. То есть и на это надо, он написал мне чек на $2000. The reason why he was willing to do that is because I have a clear vision that he can see. Почему он готов это был сделать? Потому что я подошел к нему с ясным видением, которое он тоже увидел. Okay? All right, let's take a break.